Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу показать вам, как связать на робот-каретке двухцветный рисунок или так называемый платинг уже способом номер 2. Вот образцы, которые я получила в ходе своих экспериментов. Это вчерашний образец, еще не так хорошо может отработанный, но эффект здесь очень уже неплохой. Здесь внизу идет регулировка, что к чему. Ну а вчера уже сделав эксперименты, сегодня представляю вам новый связанный образец, где уже четко просматривается платинг, двухцветная резинка, качественная, с двух сторон. Есть немного ляпы, но я думаю, что это для самодеятельности немножко простительно. Итак, прежде чем начнем смотреть ролик, я хочу сделать одно напоминание о том, как же про плотности. Я вязала на плотности 7. У меня одна нить более светлая, это как бы голубая. Она в 2 сложения, пряжа Меринос 32 в 2 сложения, и зелененькая, она цвета морской волны, она более тонкая. И что важно, я сделала вывод, когда получались вот эти полосы. Если обе нити поставить на одинаковое натяжение, то получаются вот эти вот полосы и немножко неясность. Если же освободить бирюзовую нить, то есть нить, которая далее в ролике увидите, идет спереди через длинный ус, то результат получается более качественный. Итак, давайте вместе посмотрим, как же это вязать. Итак, новое видео, что я обещала. Второй способ, когда видим результат уже более надежный. Тут камера, может, мало передает. То есть робот вяжет, и эти лицевые квадраты более светлые, изнаночные более темные. Сейчас посмотрим это все ближе, как это, до чего это все просто. Так, как же я установила нитку? Сначала посмотрим голубая нитка. Она идет у меня в 2 конца. Просто она идет как обычно. Здесь через антенну. Далее идет вот сюда. Наверх. Наверх через антенну. Далее через эту штучку. И далее она опускается вот сюда. Я отогнула обратно этот нитеводитель и через него в нижнем положении продела нитку. И далее нитка у нас направляется уже на каретку. Далее вторая нитка тоже идет у нас через антенну, через колесики, через антенну. Далее туда наверх, опускается вниз, сюда. И далее она идет вот в такую вот длинную спицу и опускается. И вот из длинной спицы она опускается вниз в каретку, и при вязании она строго держится с этой стороны. Для того, чтобы получить вот эту вот удлиненную спицу, это строительная спица длиной где-то в метр, я ее довольно простым способом просто примотала вот сюда скотчем. Примотала сюда скотчем, и все. Далее еще такой вариант, как можно еще нитку заправить. Это касается голубой нитки. Если в данный момент я ее пропустила через опущенный вот этот нитеводитель, но можно ее
поэтому у меня узел я снимаю второй раз. Можно здесь на антенне, здесь вот прикрепить просто вот такую петельку и пропускать через вот эту петельку. То есть вот петелька, здесь сейчас я развяжу эту нить и продеваю вот уже сюда. И при вязании это может быть и так хорошо, да, сейчас будет узелок, и запустим еще раз, посмотрим, как же каретка у нас вяжет. Вот здесь виден результат того, что отвязала каретка. И есть немножко здесь в начале ляпы. Это тут в основном вязано через пропускание, через вот эту вот петельку на антенне здесь внизу. Итак, посмотрим, как же каретка у нас вяжет. Видно, что нитки все время находятся строго. Голубая находится сзади, более темная находится спереди. Вот видно, что нитки у нас находятся строго. Сзади голубая, темная спереди. То, что здесь нитка цепляется немножко в эту провод, она при обратном проходе, то есть она встанет на место. Ну вот, видно сейчас, что вязание у нас довольно все-таки качественное получилось. Более качественная, чем по первому способу. Этот способ, на мой взгляд, гораздо проще. Не требует каких-либо особых мужских вмешательств руками, рукодельной работы. То есть результат меня очень-очень порадовал. Наш образец готов. Прекрасный платинг получился, прекрасная резинка. Вчерашний образец еще раз показываю ближе. Сердечки условные, дизайн мой. Вот это регулировка. Еще раз хочу напомнить, что эту бирюзовую нить, как мы видели в ролике, она идет спереди. Надо чуть-чуть антенну покрутить в сторону минус, чем голубую нить, светленькую. Тогда будет ложиться платинг наш вот темный более ровно. Спасибо всем, кто просмотрел канал. Спасибо всем подписчикам, гостям канала. Надеюсь на новые встречи. Надеюсь, что этот ролик вам помог разнообразить и расширить возможности вашей робот-каретки и найдет применение в вашей практике вязания. На этом сегодня все. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите в комментариях. Может, необходимо нарисовать от руки какую-то схему и поставить ссылку под роликом в описании, как вдевать нитки в антенну. На этом сегодня все. Пока-пока.